Так, доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами понедельник, 30 октября, предпоследний день торгового месяца. Давайте разберемся, что происходит на графике, какой план на текущую неделю. Поговорим как раз и про индикатор, отвечу на вопросы. Вот, пообщаемся. Первое, с чего, конечно же, хочу сообщить, супер грандиозная новость, из-за которой могут полететь все ваши сетапы, все ваши торговые настроения. Это то, что нужно обязательно перевести не только свое время, ну, уже телефоны у всех переводятся, да, только часы, которые дома висят, еще старые, ну, такие, которые самые крутые, которые настоящие, которые нужно стрелочки переводить, да, а не электронные. Их нужно перевести, все остальное, вся остальная электроника перевелась уже сама собой. Что касается времени, торговых сессий, в индикатор, который показывает настройки торговых сессий, во все сессии, кроме Нью-Йорка, нужно добавить плюс 1 час. То есть здесь у меня было 10-12, сейчас стало 11-13. Нью-Йорк пока оставил на месте. Токио, вот слушайте, если честно, Токио, я просто тупо тоже перевел час 8. Я вот не знаю, в Токио перевели часы или нет. Если честно, ну не особо сильно важно это для моей торговли, но в целом как бы просто перевел на час дальше, вот после нашего разбора гляну, что там по Токио. Ну и, соответственно, Франкфурт тоже 10-11. То есть у меня стоит плюс 3, соответственно, мои настройки выглядят вот так. Я живу по времени Москвы, соответственно, по времени Москвы и буду торговать. Это первое важное, ну, на самом деле, соответственно, все, что по истории у вас перескочило, если вы соберетесь смотреть, как у вас торговались предыдущие сессии, либо установите себе просто еще один такой же, продублируйте индикатор, да, так, как он у нас там... Ой, боже, как он называется? Как он называется? Блин, если честно, я уже не помню, как он называется. Наверное, ой, извиняюсь, не то. Кстати, надо как-то залезть, почистить. То есть просто тупо себе устанавливается тот же индикатор. И, наверное, это не тот, да? Или тот? Тот же. Странно, почему у меня не сохранилось. Так. То есть это для того, чтобы делать, ну, смотреть по истории. Это особо касается ребят, которые в Дискорде. Я сегодня как раз вас всех отправлю сюда посмотреть этот видос. Соответственно, здесь просто выставляете обратно все, что было раньше, то есть Лондон там с 10 до 12. И, соответственно, у вас для бэктеста остается этот график, для, как он называется, для обычной торговли остается предыдущий. Все, и у вас получилось два индикатора, для бэктеста выставляется предыдущий. Супер. Азия не переводит, подсказывает. Ну, ребят, я, если что, исправлю. Спасибо большое, Артем. Я сам еще убежусь, всегда люблю, честно, сам убеждаться, особенно в таких вопросах. На мою торговлю изображение Токио вообще не повлияет. Меня волнуют только вот эти две сессии, ну и Нью-Йорк. Иногда хочется чуть-чуть приторговать Нью-Йорк. Нью-Йорк, знаю, точно переводится в конце этой недели. Так, с формальностями разобрались. Целых 5 минут ушло на эти формальности, конечно. Что у нас непосредственно по нашему торговому плану? Ну, пятница отработала, все очень круто, все очень красиво. И смотрите, что сейчас происходит, что мне нравится, что мне не нравится на рынке, да, то есть на рынке на самом деле сейчас непонятная для меня ситуация. Мы можем пойти как в одну сторону, так и во вторую. Когда я вижу, что мы можем пойти как в одну сторону, так и во вторую, я задаю себе вопросы. А чего хочешь ты? Как бы ты, ну, куда бы ты, вот будь ты манипулятором, да, куда бы ты сам сейчас сюда пошел? Фактически, мы с вами сняли важную ликвидность, да, то есть по внутренней структуре, по вот этому восходящему движению мы с вами свипнули наш IDM, то есть это IDM во внутренней структуре, да. Так, что за лаг? Так, у меня вроде все работает, на телефоне все, голос разговаривает, там дублируется одно и то же, да. Доброе утро, важный вопрос, как в итоге правильно, Добрыня или Добруня? Э, Короче, правильно, ну, Добрыня. Не знаю, почему Добрыня. Честно, даже сам не представляю, почему Добрыня. Просто мне так понравилось. Мне так понравилось. Если честно, иногда люблю посмотреть, ну, вот, типа, мультик про Добрыню Никитича, Алешу там Поповича, да.
Илья Муромца и прочих всех ребят. То есть, поэтому, может, оттуда просто и пришло. Как-то понравилось, и вот и сделал Добрыня. Вот, на самом деле, меня зовут Артем, если что, если кто еще не понял. Но это не важно. Ладно, так, давайте слушать дальше мою чухню. Что здесь происходит? Мы сняли IDM. Есть восходящее движение, мы забрали IDM. Почему для меня именно важно вот это восходящее движение? То есть из дня в день, повторяю, мы идем к нашему ордер-блоку на одном дне. Да, мы забрали IDM на дневке, у нас глобально нисходящий тренд, но мы сейчас идем к нашему ордер-блоку. Почему мы к нему идем? Потому что мы закрепились полнотело. Вот, соответственно, исходя из этого, если мы закрепились полнотело, предвзятость непосредственно вот этого текущего движения у нас в лонг. Есть ли смысл нам сейчас откуда-то там шортить и прочее? Ну, да, у нас есть как бы понимание, что, возможно, мы сейчас там что-то куда-то опоздали, и исходя из этого мы отбились от этого order flow, но я в своей торговле всегда, даже если я окажусь неправ, у меня есть четкие правила, да, я хочу торговать по конкретной структуре, я хочу из этого видеть что-то и, исходя из этого, делать свою предвзятость. Я могу оказаться 100% неправым, и это мои проблемы. Из-за этого я принимаю на себя риск. То есть каждый из вас имеет право делать свой анализ. Если вы считаете, что вот этих факторов для вас достаточно для того, чтобы шортить до нашего лоя, проблем никаких нет. Для меня, например, данных факторов не хватает. Исходя из этого, наоборот, я предвзят для того, чтобы мы сделали пересвип, и не просто пересвип, а хотя бы коснулись нашего ордер-блока. То есть в данном формате я бы хотел видеть непосредственно подход к данному ордер-блоку, одной свечой пересвип, двумя свечами, вообще не важно. Важно сам факт манипуляции. Исходя из этого, я и начинаю рассматривать вот эту внутреннюю структуру. Здесь у нас есть IDM. Давайте я напишу его маленькими буквами, там, IDM. Ой, не туда понажимал. Кстати, заметили, я, похоже, бодрее. Вот на час чуть-чуть больше уже после сна. И отлично, и чувствуешь себя еще поинтереснее. Так, IDM 1 день, я себе это помечу, то есть для меня это будет означать внутренняя структура. Соответственно, есть пересвип. Если есть пересвип, что меня интересует? То есть по факту это скоб. Я хочу увидеть пересвип нашего скоба. Как бы я здесь не был прав, что мы, в прошлый раз, что мы откатимся вниз и пойдем выше, да, то есть, получилось круто, все как сказал, все замечательно, но я по-прежнему хочу еще с пятницы увидеть пересвип. То есть, я не понимаю, по какой причине мы вот после таких красивых доджи должны пойти выше. Это значит что? То есть, фактически данные свечи вообще показывают неопределенность. Исходя из этого, я понимаю, что моя предвзятость все-таки будет непосредственно в шорт. Если, все, то есть это факт, да, то есть тем более, как бы в дополнение к этому, 5-минутка лишняя, я извиняюсь. Кстати, зачем мне вообще 5-минутка? Час я оставлю, потому что я крипту иногда анализирую по часу, но минутка 15 это все, чем я пользуюсь. 1-15 день, иногда смотрю месяц, либо неделю, смотря какой этот актив. То есть фактически мы еще в пятницу пересвипнули хай предыдущего дня, протестировали наш, как он называется, нашу тень, и поэтому почему бы не попробовать дальше чуть-чуть пошортить. То есть это пока предвзятость по евро. Фунт, честно, я еще не видел дневку. Давайте посмотрим, что на 15 минутках. Так, что у нас на 15 минутках происходит? По факту мы получили очень клевые точки входа, с ребятами как раз Discord разбирали и вот эту точку входа, да, для меня, если честно, она не так сильно была видна, но когда мы ее просто обсудили, так сказать, обсмоктали, да, то есть разжевали, по полочкам разложили, я соглашусь, что непосредственно после самого Нью-Йорка можно было бы здесь войти, то есть это адекватное время после всех манипуляций в 6 часов вечера, то есть вся киллзона нью-йоркская, она первая там прошла, там же есть вторая, во сколько, 20 с копейками, да, или 21, не помню, особо не важно, потому что в это время я стопудово не буду торговать, то есть только перед ФРС, но там совсем другие мысли, другие отношения.
Соответственно, вот здесь была очень крутая точка входа. Что касается текущего момента, тоже были хорошие точки. Самая крутая была на фунте. Входили и здесь, и на фунте. Очень круто, вопросов никаких нет. Даже поймали сделку здесь. Ну, честно, вот по этой сделке меня здесь не было. Мы вчера как раз это обсуждали. Я как бы сегодня тоже подтвержу. Здесь для меня сделки точно не было. Ну, но это не значит, что вы не имеете права здесь торговать. Вот. Так, идем дальше. Что у нас здесь происходит? У нас структура сама по себе нисходящая. Зоны интереса у нас по нисходящей структуре находятся здесь. Блин, болтаю обо всякой ерунде уже 11 минут. Простите, ну, что-то не получается. Походу проснулся, и сейчас меня не заткнешь, наверное, да? Что происходит здесь? Здесь мы должны понаблюдать, какая у нас по факту есть внутренняя структура. Если у нас вообще здесь внутренняя структура, и забрали мы хоть что-то. На самом деле ничего не забрали. Вот наш здесь хай, здесь лой. Здесь мы забрали IDM. Ну, короче, понимаете, да, внутренняя структура у нас получается восходящая, и мы локально что-то здесь красивое строим. А если быть честным, мне это вот как-то вот это напоминает. Вот честно, вот поднялись вверх, тут приостановились, тут что-то нарисовали, тут что-то резко спустились, это туда-сюда. Блин, ну я не верю в то, что мы прям пересвипнем так сильно вниз. Но это просто нелогично. Зачем? То есть сказать, что мы здесь кого-то сбрили, да нет, мы просто собрали ликвидность снизу. Сказать, что мы, наоборот, это больше даже похоже, смотрите, на какую манипуляцию. То есть по факту могут и не дать даже мой пересвип, который я очень сильно хочу. То есть вот наша ликвидность, вот мы ее собрали. Вот мы показали, что мы сейчас разворачиваемся, да, то есть, по факту, реально, все, мы стопудово летим вниз. Не верю, нет, такого не бывает, это какая-то ерунда. То есть мы собрали ликвидность здесь аккуратненько сверху, сейчас собрали аккуратненько ликвидность снизу, протестировать. Смотрите, исходя из этого, что мы собрали эту ликвидность, может быть, я и не прав в том, что мы пересвипнем данный лот. То есть я буду наблюдать, я буду хотеть пересвипа данного лоя, но, возможно, нам будет достаточно даже собрать ликвидность снизу. То есть в своей голове, господи, вы должны понимать, что мы можем просто тупо пересвипнуть вот это вот, прийти даже в тот же старый ордер-блок, но это будет как финальная часть нашей манипуляции. Что нас конкретно сейчас будет здесь интересовать? Так, давайте я сейчас подрисую, что-то поудаляю лишнего. То есть это меня не волнует, это не волнует, это не волнует. Это по старой структуре. Это у нас ордер-блок 1 день, 15 минут. Так, это ордер-блок 15 минут, и все. И у нас единственное, что здесь было, IDM. Можно ли сказать, что после IDM для меня достаточное количество манипуляций, и мы с текущих прям куда-нибудь полетим? Нет. То есть, да, как бы, типа мы пришли, типа мы тут куда-то отскочили, типа мы куда-то что-то упали, да, то есть... По факту ничего особо здесь не произошло. То есть мы просто что-то тут делали, и остановились. То есть хочу увидеть вот на открытии Франкфурта начало каких-то манипуляций. Манипуляции могут быть как и вниз, так и вверх. По факту мы здесь вроде по внутренней структуре закрепились. Если мы закрепляемся по внутренней структуре, буду наблюдать за вот этим хаем. Вот этот хай очень много будет говорить. То есть по факту мы можем... здесь внутренняя структура тоже есть, если вы умеете нет, стоп, что ты несешь, Артем, восстановись. Неправда, все, забыли, что я сказал. Короче, да, здесь, я извиняюсь, я просто подумал, что вот здесь вот был IDM, что-то я совсем... Нет, здесь IDM по внутренней структуре нет, соответственно, мы можем разрисовать с вами вообще эту всю внутреннюю структуру, посмотреть, где у нас есть ордер-блок. Так, сюда. Да, кстати, слушайте, все равно, вот глаза... Хоть мозг немножко не до конца варит, да, наверное, но глаза думают, видят, и вот это будет для нас просто физически экстремальной ликвидностью. Исходя из того, что это будет физически экстремальной ликвидностью, здесь у нас есть ордер-блок, мы его уже первый раз протестировали. Я бы хотел увидеть пересвип вот этого блока. Так, сейчас я только отмечу ликвидность. Так. О, слушайте, нас сегодня побольше. Я так сегодня утром жене и говорил, думаю, наверное, из-за того, что мы на час позже начнем, как раз и больше людей будет на утреннем разборе. Это мне нравится, это круто. Давайте блогеры, Лойс, если вам тоже это нравится. Поехали дальше. Так, соответственно, что здесь видно? То есть, короче,
внутренняя структура во внутренней структуре. По-хорошему нужно смотреть движение в одну из сторон. Верю ли я в том, что мы пересвипнем Токио и пойдем выше? На самом деле верю. То есть здесь может быть снизу вверх и движение сверху вниз. Сверху вниз больше всего приоритет это 15М ликвидность. Вот эта вот ликвидность меня будет больше всего подталкивать на то, что я буду дальше шортить. Ну, по крайней мере, план такой на утро. Это то, что я вижу. Ребят, если, ну, это не сигнал к действию, давайте я включу вот эту штуку, мою любимую. Надо сюда еще что-нибудь дописать. Это просто тупо какую-то чушь несу с утреца, просто рассказываю, чего бы я там напридумывал. Вообще никакой не финансовый совет и сигналы никаких я никогда в жизни никому не даю. Если вы увидите, что кто-то на моем канале что-то дает какие-то сигналы, это не я, отписывайтесь стопудово сразу. Вот, потому что это полная чушь. Идем дальше. То есть все, по евро понятно, отсюда в шорт, отсюда в лонг, вот мой план. Тут буду с осторожностью, честно, смотреть, потому что я хочу, во-первых, увидеть пересвип вот этого лоя, вообще по-хорошему пересвип вот этого лоя. Ну вот так хочу. Вот даже если не прав, все равно вот так хочу. Точно так же, как по евро, ладно, к этому вернемся, по золоту. По золоту еще вернемся. Вот. Что фунт, по-прежнему держу свою сделку, в моменте тут, ну, там так себе назвать эту сделку. Типа в моменте было 35R. Ну, мы помним, что я на 1 к 5, 1,5,5 я забрал почти все, оставил пол-R. Но я потом буду вам рассказывать, что я забрал 30R. Ну ладно, шучу, не расскажу вам. Покажу просто пример, наверное. Ладно, ну это будет как еще один пример дневной предвзятости в дневной ликвидности. Ладно, идем дальше. Что здесь происходит? Начнем с дневки. Начнем с дневки. Вот, ну, на самом деле, как раз для видосов хочу постоянно использовать именно те сделки, я думаю, заметили по последним видео. То есть я хочу как раз вам в примерах показывать, то есть все видео, которые есть на канале, чтобы там были реальные сделки, которые, ну, я там, допустим, утром вам какую-то чухню рассказал, а в обед там прислал, что я вошел там-то, там-то, и вот на основании именно этих видео сделать, на основании этих вот сетапов сделать как раз вам какое-нибудь обучающее видео, то есть с каким-то адекватным пониманием, а не то, что я где-то что-то придумал, в моменте я вообще говорил про третье, я вам там говорил условно, здесь про миллиард лонгов, на самом деле тут сделка была только в шорт, и я вам потом в видео рассказываю, что «О нет, здесь нужно было только шортить, только дурак рассказывал про лонг». Ну, короче, это ж неправда, да? Поэтому хочется, на самом деле, ну, с вами быть честным, и если я был неправ, то, ну, постараться упускать, ну, то есть неправильное слово упускать, то есть, ну, короче, не вводить вам в уши какую-нибудь ерунду из-за того, что только придумать, почему я бы так решил, что там так должно, ну, это полная ерунда. Если есть хорошая, красивая сделка, и она действительно выполнена полностью по стратегии, ну, только ее я имею право вам рассказать. И при том, что я ее вам, ну, как бы рассказывал до того, как она произошла. Вот это круто. А то, что потом, ну, типа, а вот здесь, вот там, тут, короче, тут, вот где я там хотел поймать этот... Вот тут же, по-моему, хотел поймать, да? Короче, где-то хотел поймать вот еще один пересвип, и его не поймал, а потом бы вам рассказал, что нет, здесь 100% надо было шортить. Ну, ерунда. Короче, фунт. Что по фунту? Это по евро была тогда сделка. Что по фунту? Здесь на самом деле все стандартно, здесь все интереснее. Почему? Смотрите, какая штука. По фунту, скорее всего, вот этот сценарий по фунту, он отработает больше, чем по евро. И, возможно, скорее, ну, сегодня мы и войдем в сделку по фунту. Точно такая же картина, как по евро на дневке. Но по фунту мы сразу закрепились выше. Мы сейчас получаем какую-то реакцию вниз. Мы забрали наш IDM на одном дне, да? Так, IDM 1D. Мы его забрали, и мы его уже пересвипнули. Это очень круто. Чем это очень круто? Это очень круто тем, что мы уже, ну, как бы типа в лонг. Что мне сегодня будет здесь достаточно? Мне сегодня будет достаточно увидеть манипуляцию лоем предыдущего дня. Сейчас я зайду на 15-минутку. Так, что здесь лой 5-6? Да, мы еще не дошли на сколько-то там пипсов, на 6 пипсов. Мы не дошли, поэтому хотелось бы увидеть просто пересвипчик и полетели на Луну. Я прекрасно понимаю, против кого я сейчас настроен. Я вижу, максимальное количество людей загоняют
по незнанию, может по знанию, не знаю. Просто ради чего-то, но загоняют непосредственно продолжать шортить. Я здесь шорта не вижу. Ну, посмотрите, ну, мы выкупаем это все, выкупаем. Ну, блин, ну зачем? Ну, елки-палки. Сюда спустились, аккуратненько поднялись, забрали ордер-блок. Сколько у меня там уже 32 эра, да? А будет по факту 120. Блин, слушайте, зачем я это фиксировал? Ладно, шучу, шучу. Это лудомания. Если вы хотите, ну, вы считаете, что вы додержите отсюда 100 с копейками R, то пересчитайте, пожалуйста, у себя на голове седые волосы. Ну, потому что это наверное, глупо. Вот, ладно. Что дальше? Здесь, по факту, у нас тоже есть структура. У нас, единственное, по этой внутренней структуре точек больше, то есть high, low. Здесь у меня получается high. Здесь мы пересвипали, поэтому high здесь. Потом спустились, пробили. Нет, пересвипнули, поэтому high здесь, потом low здесь. То есть фактически мы сейчас, вот это low предыдущего дня, он же является сломом нашей структуры, да, это тоже важно. То есть сломом внутренней структуры. Давайте я, наверное, эти кругляши тоже попробую нарисовать. Я не умею их красиво рисовать, поэтому, ну, типа, будет какая-то козявка. Вот, ну, типа вот такая какая-то убогая. Ладно, давайте чуть-чуть получше нарисую эту козявку. То есть, это как обозначить... Ну, я не знаю, как по-другому красиво обозначить эту штуку. Я пробовал маркерами разных цветов, я потом, если честно, очень сильно путаюсь. Исходя из этого, так, давайте я еще хотя бы одну козявку, типа, вот здесь нарисую, что у нас хотя бы это был лой. То есть, по факту, ну, ниже вот сюда 100% не хочется падать. Что здесь я еще вижу? Я еще вижу вот эту ликвидность. По-хорошему нужно понаблюдать, ну, по моему плану будет понаблюдать вот за этими двумя ликвидностями. То есть, здесь мы делаем слом, отлично. Почему бы нет? То есть, хотелось бы манипулировать лоем предыдущего дня. Если я по фунту настроен лонгово, то лой предыдущего дня позволяет мне поработать ну, чуть-чуть в шорт, а потом в лонг. Так, что здесь? Здесь, кстати, та же самая история. То есть вот фактически здесь мы уже пробили структуру, тут еще внутренняя во внутренней. Меня будет волновать вот этот хай. Если мы пересвипнем этот хай, это будет очень круто. Да, мы можем не пересвипнуть, потому что действительно это является очень сильный хай. То есть он собрал ликвидность отсюда и спустился ниже. Если он собрал ликвидность здесь и спустился ниже, по факту, ну, как бы мы можем его и не добить. По-хорошему, по евро можем подняться, забрать его. Хотя не, по евро он даже лучше выглядит. Ну, я бы по евро, короче, его забрал, по фунту не забрал, спустился вниз. Короче, посмотрим, кто я такой, я ж не Ванга, господи. Полная ерунда, посмотрим по месту, через полчаса нам все тут рынок как покажет, как расскажет, потом еще через 1,5 часа вообще тут будут точки входа крутые, поэтому смотрим в моменте, вот зона интереса, плюс, ну, фактически да, мы сейчас находимся в ордер-блоке после EDM во внутреннем, то есть мы уже здесь делаем манипуляции, наверное, я неправильно отметил, да? Да, неправильно отметил, вот здесь вот у нас ордер-блок EDM-овский, ну, там вроде есть. Не, нету. Ладно, возвращаемся, значит, назад. По-моему, нету. Могу ошибаться, ребят. Нет смысла здесь уже пипс, потому что все равно это стопудово перескочит. То есть, ну, вот тут нет смысла отсюда шортить. То есть, неправильно сказал. Если мы отсюда пойдем вниз, это не мой просто сетап. Вот и все. Поэтому я не буду сильно на него обращать внимание. Просто я для вас, для себя отмечу эту зону. Здесь меня будет волновать вот эта ликвидность. И по работе с этой ликвидностью я буду наблюдать дальнейшие, предпринимать какие-то дальнейшие свои действия. Все, вся ликвидность, которая меня волнует, я отметил, а сейчас переходим к золоту. И хочется сказать, а помните, когда я тут, когда вот тут вот было очень шортово, да, во вторник, со вторника лонговал. Не так, как я тут думал шорт, еще чуть-чуть шорт, но тут лонг. Нет, здесь мы были максимально настроены, ну, я был максимально всегда настроен здесь лонгово. Почему? Есть специальное видео про дневную ликвидность. Блин, настолько вот, ребята, если бы мне вот это рассказали, ну, понятно, там нужно немножко и мозг уже наточенный, то есть там это видео уже для, ну, уровня ребят, которые, ну, прям нормально торгуют, прям даже имеют прибыль. То есть просто вот так, если вы просто начнете его смотреть, вы вообще скажете, блин, ну ты какую-то такую хрень говоришь. На самом деле, вот это видео, оно
вот настолько полезная, что я прям даже не... Ну, мне даже было в какой-то момент, я даже в Дискорде задал вопрос, а действительно ли стоит это выставлять, да? Ну, то есть я как-то... Не то, что мне жалко, а в том формате, что многие даже не поймут, хотя ребята, которые проходят, ну, нормальное обучение, не мое, неважно какое обучение, ну, как бы тут вообще не реклама, тут вопрос в том, что это продвинутый уровень. То есть мне достаточно вам показать вот это вот на графике, вот эту саму манипуляцию, вот эту манипуляцию и объяснить почему. А почему здесь я хотел лонговать? Да потому что мы пробили с вами восходящее движение, сделали чок, чоч, неважно, мы поднялись выше, и мы сейчас настроены на лонгово. Где наш от этой свечи IDM? Да вот он, нету его, его вообще даже нет. То есть по какой причине я должен дальше шортить на дневке? Да ни по какой причине я не должен дальше шортить. Локально я имею право пошортить, но глобально я настроен лонгово. Настроен лонгово куда? Вот сюда. Для чего? Для того, чтобы сделать вот тут вот что? IDM на дне... IDM на одном дне. Все. Вот и вся история. То есть ничего не надо придумывать. Все, график вам сам рисует и подсказывает. Здесь не надо быть вангой и рассказывать кому-то какую-нибудь ерунду, что я там предугадал. Да ничего, график сам мне все рассказал. Было ли здесь страшно и не хотел ли я бы пересвип? Да, здесь было страшно, но и я мог бы получить здесь пересвип. И если бы я его и получил, это было бы еще круче. Вопрос только в том, что это не является скобом. Если вы не умеете разбираться со скобом, есть специальное видео про скоб, где русским языком, вот настолько русским языком рассказывала, хоть я и белорус, но, блин, ну там настолько объяснено, и потом мне пишут в телегу и говорят, а вот это скоб, хочется матюгнуться и послать. Ну, я честно, я уже многим просто, ну, на вопрос типа, объясни мне, как ты входишь, я отправляю в точки входа и скоб, там все прям настолько красиво рассказано, что я вам в телеге даже в жизни рассказывать не буду. Ну и в телеге я больше таким заниматься не буду, честно, я буду вас просто посылать. Если вас волнует вопрос структуры, вопрос там ордер блока, то есть, ну, конкретный предметный вопрос, а не в том формате, а расскажи мне сам усё, а я не хочу даже ничего смотреть. До свидания. Ну, то есть в таком формате. Если вас волнует структура, вы прислали мне красиво, нарисовали структуру и сказали, слушай, подскажи, пожалуйста, ну я не понимаю, вот здесь IDM или не IDM, я вам с огромнейшим удовольствием отвечу и еще объясню, где у вас будет IDM и почему здесь не будет IDM. Если вы мне предметный зададите вопрос. А в формате я тебе написал, ты мне обязан рассказать все. Вообще никому ничего не обязан, только себе обязан. И все, больше никому. Короче, что здесь? Мы поднялись вверх, мы забрали наш хай, и сейчас мы не знаем, что делать по золоту. Поэтому золото просто сегодня, ну, фактически для меня пропускается. Да, есть IDM, да, есть ордер блок, да, есть все, больше ничего нету на самом деле. Дневка выглядит, ну, хочется потихонечку дневки уже чуть-чуть поспуститься вниз. Смотрите, что я увидел сейчас. Я, кстати, вот это не увидел. У нас есть скоб. После скоба у нас есть пересвип нашего скоба. Почему бы нам не устроить какое-нибудь красивое на 15 минутки поглощение и не попробовать пошортить? Можем ли мы с текущих попробовать пошортить? На самом деле нет. На самом деле, ну, я пока не понимаю, почему мы должны здесь прям шортить. Сейчас я все тут красивенько нарисую, насколько я умею красивенько рисовать. Так. Блин, мне кажется, у нас с вами уже почти час идет этот разговор, а прошло только 28 минут. Так, никто комментарий не пишет. А напишите хоть один комментарий, чтобы я понимал, что комментарии работают. И, ну, просто вот что-нибудь, одно слово напишите, работают. И я буду хоть понимать. Все работает. Спасибо, я только что увидел, что работает. А то я уже запереживал. То есть, смотрите, ребят, в моменте, да, ну, вот это вот тут вот поймать точку входа в шорт, нет, ну, не понимаю как. В моменте у нас, так, давайте еще структуру, все по порядку. Сейчас я убегу глазами далеко вперед, потеряю красивую структуру. А структура действительно у нас красивая, и точек входа по золоту у нас было очень много. Ну, это прям круто. Так. Все, спасибо, написали комментарии. Мне этого достаточно, ну, чтобы я понимал, что действительно все работает. Да, спасибо. Вот.
Потому что, ну, что-то все пропали, до этого так много комментариев писали, а тут пропали. Я уже испугался, что что-то не работает, хотя картинка на телефоне идет, вроде все в порядке. Смотрите, что происходит. Да, мы поднялись вверх. Можно ли отсюда шортить? Золото показывает, что из таких сетапов можно шортить. Ну, если бы я хотел вот здесь шортить, шортил бы я. Скажу, что нет. Что здесь можно, во-первых, рассмотреть для шорта? То есть, ну, почему шорт? Потому что мы уже давайте вернемся на дневку. Я вот только что увидел очень крутую штуку. Это был скоп. Сейчас мы сделали пересвип скоба. В моменте мы можем не дать пересвип вот этой зеленой свечи. Исходя из этого, я сейчас рассматривать могу два непосредственно сетапа. Первый сетап – это на пересвип на работе с ликвидностью Токио. Фактически здесь ничего нет. Здесь у меня есть тот самый скоб. Если вы не знаете, как входить от скоба, то обязательно посмотрите видео про скоб. Блин, ну там вот я вам даже просто вот дал все, что вот настолько выдал, ну капец как выдал. Не знаю, ну то есть это вот прям, короче, ладно. Если вам не нужно, значит вам не нужно. То есть фактически отправляю всех к видео про скоп, и вы увидите, что вот здесь очень крутой вход. Но я хочу, ну вот здесь вот я бы точно не входил, да, мы первый раз пришли в наш скоп, ничего страшного. Хочу увидеть еще один пересвип нашего Токио, не еще один, а просто пересвип нашего Токио и посмотреть реакцию. То есть, возможно, вот здесь, давайте я даже себе поставлю, может быть, я и сегодня войду. Было бы, кстати, неплохо, давно я золото не входил ни в какие сделки. С небольшим лотом, ну, нестандартный лот будет, потому что я напоминаю, что у меня очень плохой спред по золоту. Что здесь, какие у нас зоны вообще интереса? То есть, ну, золото хочу посмотреть шорт, вообще там не финансовый совет и не прочая ерунда, ну, короче, вы поняли, да, то есть, если что, я со всех там сторон уже везде это понаписывал, так что если вы что-то сольете, это стопудово не я. Вот. Ни в коем случае, ну, то есть, ребят, всегда ваш анализ, ну, анализ должен быть ваш. Я никогда не даю никаких сигналов, и тоже пишут ребята, типа, слушай, мы же здесь развернулись, здесь стопудово лонг. Мой ответ последует. Я не даю никаких финансовых советов. Ничего. Все сигналы, это в другие каналы, это к сигнальщикам, к разборщикам, там все сделают за вас. Поэтому хотелось бы посмотреть локально, пошортить золото. Куда шортить? Ну, по логике, вот у нас красивая трендовая ликвидность. Минимум, во-первых, подход к этой трендовой ликвидности. Максимум, вообще, я бы обновил полностью все вот это вот счастье. Забрал наша красивая идея. Вот пишут комментарии, что мировое там что-то там не даст золоту упасть. Да не, ребята, ну, как бы, все всем дадут. Надо же выносить. То есть, сейчас любой дурак понимает, что надо лонговать золото. Даже вчера смотрел видео «Слезы Сатоши» канал, очень всем рекомендую, очень клевое, адекватное понимание рынка. Ну, то есть, понимаете, не важно правильное нет, важно в том, что человек правильно, адекватно к этому воспринимает. То есть, человек может адекватно в своих каких-то параметрах анализировать рынок, но делать это адекватно. То есть не так, что, знаете, я сегодня за лонг, потому что там сказали то-то, а завтра за шорт, потому что там сказали то-то. То есть человек принимает, у него есть четкая стратегия, и по четкой своей торговой стратегии он идет в какую-то сторону. Вот и все. Здесь даже дело не в том, что мы там смотрим в одном направлении. Здесь дело даже в том, что просто как ты торгуешь по своей торговой стратегии. Если ты не знаешь, что такое твоя торговая стратегия, то, блин, ну печально. Тогда у тебя будут каждый день мысли совсем разные. Да, ну я не знаю, может быть у меня каждый день мысли совсем разные. Напишите, пожалуйста, если вы скажете, что я каждый день переобуваюсь в разные тапки и бегу куда-то. Короче, что здесь? Ну, видим трендовую ликвидность. Хотелось бы хотя бы вернуться к этой трендовой ликвидности. Не факт, что мы перебьем наш IDM, но хотелось бы увидеть хотя бы пересвип вот этого вот блока. Все, по золоту, в общем-то, все. Что касается биткоина. Ну, по биткоину я сегодня поделился. Вчера вечером, прям почти перед сном, да, вошел в сделку. Как раз вот смотрел Рафаэля, видос Рафаэля, и думаю, дай-ка, слушай, я даже на выходных не заходил на биткоин, посмотрю. Ну, по факту, как выглядела вчера дневка. По-прежнему. Точек входа глобально ни в одну из сторон у нас нет. Исходя из этого, перехожу на час и смотрю, что у нас здесь происходит.
Да у нас вообще здесь все круто. У нас сейчас рисуется ордер-блок, вот он. У нас здесь есть нисходящее движение. Мы забираем IDM, и у нас это экстремальный ордер-блок. Все, выше ничего нет. Вот наш экстремальный ордер-блок. Мы к нему подходим, мы в него вошли, тут что-то наманипулировали, сняли отсюда ликвидность, сняли отсюда, подошли сюда. То есть, посмотрите, вот наша вот эта вот палка, она чуть-чуть не дошла, там буквально на несколько долларов до перехая, а следующая палка на минутке зашла. Когда следующая палка на минутке зашла, я перехожу на минутку, открываю график, смотрю вот эту вот палку, она, ну, в моменте, то есть, если честно, вот график был вот так. Вот, ну, типа, я здесь вот вошел, я единственное поставлю вот так, чтобы она, ну, типа, взялась и сделка отрабатывала. То есть, и в моменте увидел, что мы пересвипнули, хотел увидеть на минутке еще один пересвип, и поэтому я был за графиком ближайшее, ну, вот сколько, наверное, до 10 вечера, да, потом я его просто закрыл и ушел. Хотел видеть еще один пересвип, но в моменте, когда было агрессивное поглощение, и вот здесь у нас уже было, как это называется, ну, полностью поглотились, я принял решение просто тупо входить маркетом, потому что, ну, блин, ну, по-другому никак не хочется здесь входить, то есть упустить эту сделку. По споту, ну, анализ делается всегда по споту Binance, да, потому что здесь самые настоящие деньги, здесь не рисованные деньги криптобиржами. Вот. Может, чуть-чуть рисовано, но хотя бы этот анализ реально дает какую-то отработку. Вход, естественно, был на бирже Bybit. Вот, ну, по бирже Bybit, конечно, здесь 11 R, там, по-моему, 15. Соответственно, ну, совсем другие манипуляции. В моменте хотел даже в убыток себе, то есть в уменьшение своего R подтянуть стоп сюда, но потом передумал, что нет, я адекватно примерно в тех же пипсах останусь, потому что здесь мы не доманипулировали. Значит, мы сюда ниже переманипулируем. Ну, вот такая вот логика, так обычно здесь отрабатывает. Что касается глобального какого-то торгового диапазона, все по-прежнему просто тупо ждем, тупо ждем. Да, крипта тут рисует пересвипы снизу, это пока вообще ни о чем не говорит. Один пересвип снизу маловато, хочу хотя бы увидеть еще один. Кстати, насчет еще один надо поставить будильник и посмотреть, как это будет происходить. Так, поехали по вопросам. Много вопросов было. Как правильно идентифицировать чок или IDM на младших? Смотрите, что касается чока или IDM на младших, возвращаемся к биткоину. Мы смотрим с вами анализ на 15 на часе. Анализ на часе. На часе мы находимся в зоне интереса. Соответственно, вот здесь я хочу принять торговое решение. Ну, в шорт получается. Для этого я перехожу на минутку. Так, все правильно, да. Для этого я перехожу на минутку. И мой первый правильный откат, который по структуре называется IDM, на младшем таймфрейме в зоне интереса будет называться чочем. То есть 1М это чок. Все, вопросов никаких нет. Как определить истинный босс или чок? Для этого существует куча видео на канале по структуре. Блин, ну там настолько вот все так разжевано. Потом еще были стримы про структуру. Посмотрите, пожалуйста. Вот там вот русским языком все прям вот капец, как красиво все рассказано. Ну, навряд ли красиво, но, если честно, не могу свои ролики даже пересматривать, а стримы тем более. Это полная какая-то... Как вы это смотрите, не представляю. Терпения вам. Вот, но получается, если вы посмотрите пару стримов, там русским языком вот все по пунктикам настолько разложено. Я специально стараюсь давать вам в начале вот так, как мы делаем на том же разборе домашки. Вот ну вот, чтобы вы бесплатно это все сами сделали. Ну, в этом нет ничего сложного, и я не понимаю, по какой причине это нужно скрывать. Вот, поэтому, ну, пожалуйста, смотрите, разбирайтесь. Босс должен быть 100% подтвержден. И чок полнотелым закрытием. Только тогда у нас будет босс или чок. Так, сегодня... Ну, заработаем, это сильно сказано. Вот правильно сказал Сергей, главное не потерять. То есть лучшая сделка это та, в которую вы не вошли. Про то, что нужно менять, по фунту на ETF был чок. На 15-минутном таймфрейме был чок. Нет, не было чока на фунте по 15-минутному таймфрейму, потому что у нас здесь есть пересвипы. О, кстати, видите, все летит в небо, как я и
Ладно, нет у нас сигнала. Короче, ладно. То есть здесь не было нигде чока. Если вы говорите, что где-то был чок, подскажите, пожалуйста, не вижу этого. Если вы имеете в виду вот это чок, нет. Здесь, да, у нас был хай, но мы его пересвипнули. Если мы его пересвипнули, мы пробиваем вот эту палку, которая собрала наш IDM, соответственно, наш хай переносится сюда. Потом у нас было полнотелое подтверждение, и дальше пошла структура. Так. Нет, мне не проще так поменять таймзону, потому что я работаю, торгую по Москве. Это вот Александр или Алексей, извиняюсь, Алекс, короче, пишет, что поменяй здесь UTS плюс 2. Если хотите, пожалуйста, меняйте. Мне удобнее так, потому что я живу в этом времени, и я буду торговать в этом времени. Чем мне себе мозги что-то переделывать? Мне что, лень там 4 цифры поменять? Так, Азия не переводит, это я посмотрю. Я не понял, что такое криптозавр, что такое от биоточи, не понял, к чему это. Если что, повторите, пожалуйста. Про Добрыня, Добруня рассказал, добрый, ты все окей. Да не добрый я просто не вижу смысла что-то от вас утаивать, потому что это полная... Ну, нет в этом смысла, логики. Если вы сможете на этом заработать, пожалуйста, ребят, я буду только рад, если благодаря мне кто-то как-то заработает. Ну, это копилочка в мою карму, и все будет очень круто. Э, Давайте на структуре сейчас точно останавливаться не буду. Структуру там я, если что, посмотрите, вот вчера, ну, там стримы, утренние разборы, я там обычно размечаю структуру. Вы, наверное, пишете это вот про поглощение. Это пишет SAP. Почему мы закрылись полнотело над IDM один день, если там сразу же поглощение и пересвип? Ну, смотрите, короче, какая штука. Я работаю на дневном таймфрейме. Если я работаю на дневном таймфрейме, я анализирую свечи дневного таймфрейма. Я не анализирую свечи двухдневного таймфрейма. Здесь поглощение и пересвип. Меня волнует только 1D. То, как это выглядит на день и 5 минут, день и 50, мне вообще по барабану. Я работаю здесь, и я здесь анализирую свечи. У меня здесь закрытие полнотела. Да, дальше мы спустились вниз. Но нет, это так не работает. У меня есть анализ здесь, и я его провожу здесь. Если бы я проводил 2D, я был бы предвзят по-другому. У меня бы совсем здесь были другие мысли, и по-другому были какие-то позиции. Хотя даже если бы я здесь сейчас торговал по 2D, то я бы здесь по-любому лонговал, я бы еще с большей вероятностью здесь лонговал. Тот, кто смотрит мои обзоры, особенно ребята из Discord, миллиард тысяч процентов знают, по какой причине я бы здесь лонговал. Вот настолько. Я, кстати, сегодня об этом уже вам рассказал, поэтому не буду здесь раз повторяться. Это вам момент, почему вы должны посмотреть этот обзор с самого начала и послушать меня во время объяснения евро-доллар. Возможно ли уделить... Так, нет, 5... ОБ евро уже тестили, значит, тест ОБ1Д. В смысле ОБ тестили? Какой ОБ тестили, ребят? Вот ОБ, мы его еще никогда не тестили. Это не ретест, это внутренние бары. Так, можно евро... Так, ну насчет этого я точно не знаю. USD-CAD. Конечно, посмотрим. Давайте попробуем, что у нас здесь происходит. USD-CAD. Хороший инструмент, кстати, USD-CAD. Мне очень нравится. Вот. Очень, ну, как бы в моменте понятен. Наверное, если бы я его каждый день торговал, я бы еще больше его понимал. То есть ребята, которые в Дискорде сидят и живут там в Америке и других странах, в которых нужно ночью это все торговать, то они как бы иногда это приторговывают, либо начинают приторговывать. Поэтому почему бы нет? Короче, что здесь по структуре? Мы пробиваемся, но мы никакого идема не забрали. Забрали. Нет, не забрали. Здесь идема нету, да? Нету. Ого. Короче, только где-то в этом районе забрали. Даже если что, там были пересвипы, поэтому тут по-любому структура будет выглядеть вот так. Интересненько. Так, ну вот, короче, такая вот у нас интересная структура. Вот у нас наши блоки. Так.
Ну, я надеюсь, ребят, когда вы вот это вот спросите пересмотреть, у вас уже готова структура, и вы потом не просто тупо перерисовываете то, чего я сюда рисую. Ну, в этом нет никакой ценности, да. Главная ценность вот этого всего в том, что вы, допустим, сказали, слушай, рассмотри, пожалуйста, USDK. Я вам рассмотрел, и вы такие, хопа, блин, да здесь вот так вот я точно так же себе нарисовал. Либо наоборот, а у меня здесь нарисовано так же, а почему у тебя нарисовано так? Так, первый раз пробили хай, поэтому продолжаем смотреть лонгово. Ну, я продолжаю смотреть лонгово, вы не знаю как, в какую сторону. Соответственно, нужно посмотреть, что у нас по откату в зонах интереса. Возможно, даже будет пересвип вот этой зоны интереса и дальнейшее продолжение движения вверх. Вот здесь вот у нас есть ликвидность. Вот и все. Супер короткий анализ, но мне кажется, если вы понимаете, о чем я, вы уже давно должны были зашарить. Супер, очень хорошее будет движение сегодня-завтра, стопудово. Так, фунт австралийский доллар. У меня, наверное, такого же нет. Есть ГБП, АУД, правильно? Угу. Так, что вообще здесь происходит у нас? Так, по-моему, сегодня был прям крутой интернет, нет? Все поуходили уже на работу. Да нет, ничего подобного, что-то совсем интернет бедняга. Так, что у нас говорит вообще дневка? Тут какие-то каляки-маляки были. Так. Дневка у нас говорит, что я лонговый. Отлично. Если дневка лонговая, то есть вот ее хай. Вот так. Здесь мы ничего не забрали, здесь забрали IDM. Если мы там забрали IDM, то вот здесь вот у нас экстремальный ордер-блок. Если вот здесь вот у нас экстремальный ордер-блок, он у нас чистенький, красивенький. Мы его тут красиво, кстати, поманипулировали. Слушайте, здесь на самом деле хорошо. Что говорит дневка? Хочу пересвипа вот этой свечи, и отсюда полетели вверх. Здесь как раз говорится вообще о том, что похожий сценарий просто тупо по фунту. То есть фунт доминирующий в этой паре. Соответственно, в данном случае хотелось бы увидеть здесь какую-то манипуляцию снизу и поехали выше. Вот что нам говорит данный инструмент. Что нам говорит 15-минутка. Ух ты. 15-минутка говорит, что мы находимся во внутренней структуре вот этого вот всего движения. По ходу, да? Да, ну, по ходу, да. Тут по-другому никак. То есть здесь... нет, стоп. Не прав я. Вот тут мы сделали слом. Слом. Здесь мы. Вот тут вот нет, не забрали. Короче, вот тут вот мы забрали, а вот это все внутреннее движение. Вот здесь вот у нас есть IDM. Да, кстати, приятно, что сегодня намного больше людей, то есть у нас почти в 1,5 раза больше людей. Это прикольно, это интересно, это хорошо. Вот. Если вы еще сегодня все заработаете, это будет очень круто. Я буду счастлив. Не благодаря моему утреннему разбору, а благодаря тому, что вы сегодня хорошо, красиво поступите на рынке. Что здесь происходит? Короче, здесь происходит вот такая вот каша-малаша. Здесь у нас мы забрали IDM, здесь у нас внутренняя своя структура. В этой внутренней нашей структуре нам нужно посмотреть за нашими зонами. Мы забрали уже IDM. То есть, я бы по-хорошему хотел продолжение шорта, типа куда-то убрать. Но при этом мы можем спокойно сейчас подняться чуть-чуть там, что-то здесь нарисовать и спуститься ниже. Поэтому наблюдайте просто за внутренней структурой. Дневка для меня, например, лично для меня, она как бы все-таки чуть-чуть в шорт на пересвип. Хотя я могу оказаться неправ. Я ж не Ванга, вы же понимаете, да? Я надеюсь, знаете это. Есть IDM, есть блок. Здесь пока рисуем ликвидность, поэтому хотелось бы подняться куда-нибудь повыше. Если нет, хотя бы пересвипнуть вот эту свечу. Пересвип, потом еще один пересвип. Надо еще 2 пересвипа и повалиться ниже. Вот такой вот был бы сетап, очень интересно. Благодарность, спасибо за благодарность. Но этого точно не стоит делать. Супер, молодцы. Я всегда рад, если у вас есть хорошие прибыльные сделки. И если я чуть-чуть был хотя бы маленькой частью этого, я буду еще больше рад.
Так, там скоп не знаю где, а пересвип что означает закрытие свечи? Пересвип это означает, что мы просто оказались выше предыдущей свечи. Вот и все. То есть я могу назвать пересвипом, и на самом деле вот такое вот. Для меня даже вот это будет пересвип. Вот это пересвип вот этой свечи. То есть то, что мы оказались выше просто предыдущей свечи. Но мне важен характер, почему. То есть вот это является для меня скобом. То есть для меня пересвип это скоб. Вот это пересвип, просто мы оказались предыдущего. То есть скоб с его пересвипом. Супер, очень круто, хорошее движение. Так, делится мыслям. Артем, в какой твой авторитет это входа в ренже, когда цена долго не обновляет босс или чок? Мы просто внутреннюю структуру смотрим. Вот как сейчас по фунту австралийскому доллару, если мы находимся там в ренже, либо мы просто не находимся в структуре, вы же понимаете, даже вот в этом движении вверх, вот здесь вот у нас было IDM, вот здесь вот у нас, наверное, где-то здесь, ну, короче, где-то здесь, либо здесь был ордер блок IDM. Соответственно, сюда, вот, короче, ребят, вот я вам фактически, когда рассказывал про дневку евро-доллара, это то же самое, что и про рейндж. Ну, мы же в рейндже, согласитесь, но вот послушайте еще раз мои мысли, вот здесь по какой причине я смотрел в одну, в другую сторону, по факту вы точно так же работаете в том же рейндже. То есть вы должны посмотреть, где мои зоны интереса и планировать движение от зоны к зоне. Вот и все. Так. Кажется, события в мире не дадут продавать золото. Но вы же поймите, временно можно продавать все. То есть тот же биткоин, мы, ну, сейчас вроде бы все нацелено на то, что мы там биткоин ETF, но локально-то можно продавать. Наоборот, даже нужно локально продавать. Почему? Да потому что все сейчас 100% ждут непосредственно перехай. Да, его могут дать, этот перехай, но до этого могут сделать еще и вот так, вот такую болтанку. Понимаете, вот мы, наверное, находимся либо вот в этом движении, что мы сейчас куда-то вниз, либо мы находимся где-то вот в этом движении, что мы спускаемся ниже. Именно поэтому мой тейк не стоит вот здесь. Он находится где-то коротко, где-то рядышком. Потому что тут вообще непонятно, что будет. Здесь просто тупо ждем. Никакой здесь предвзятости ни в одну из сторон нету. Здесь просто нужно тупо сидеть и ждать расширения нашего вот этого движения. Вы что, думаете, мы сейчас... Ну, это может случиться. Но если вы думаете, что мы сейчас будем каждый божий день рисовать такую свечу, вы очень сильно ошибаетесь. Мы недельку постоим, потом можем недельку откатиться, потом недельку подняться. То есть вот может быть вот так. Потом отсюда только палка не вниз, а вот так вот палка вверх. То есть здесь нужно смотреть каждый новый день и каждую, ну, и анализировать все заново. Так, про УБ, который был тестирован на дневке, я уже сказал, он не тестирован, это внутренняя свеча. Если вы не знаете, что такое внутренняя свеча, наверное, видео про правильные откаты вам подскажет про это. Да, подскажет. Так. Так, давайте, так, 50 минут, я извиняюсь, ребят, я посмотрю сейчас быстренько S&P и этот, больше на вопросы никакие не отвечу, я их потом просмотрю для себя, если вы что-то говорили, я быстренько проанализирую. Надо через 9 минут торговать, это что это, мы же пришли сюда торговать, мы же пришли сюда не болтать, правильно? Так, что здесь, франк, я же правильно выбрал, да, франк, все, не так, как в прошлый раз. Либо давайте разберем все-таки иену. Так, что здесь? Мы забрали IDM, мы пришли к нашему ордер-блоку по внутренней структуре. Так, нет, это не ордер-блок, вот это ордер-блок. Вот, нет, короче, здесь нет ордер-блока по внутренней структуре. Вот этот прямоугольник меня сбил. Если здесь нет ордер-блока, у нас вообще нет никакого ордер-блока. У нас фактически есть вот здесь вот ликвидность. Можно будет посмотреть что-нибудь от этой ликвидности. По факту мы просто идем вверх. Если мы просто идем вверх, мы с вами пробили наш непосредственно ордер-блок ID. Сейчас нам нужно собрать какую-то ликвидность где-то здесь. Ближайшая ликвидность находится здесь. Ну и чтобы идти вниз. То есть вот такая логика как бы самой дневки. Соответственно, в данном случае я пока не понимаю сетапа никакого. Если мы пробьем лой, будет предвзятость лонговать. Если пробьем хай, то пока нет никакой предвзятости ни в какую сторону. Поэтому ваша задача просто наблюдать за структурой 15М. Если у нас наблюдается структура 15М, мы должны ее, во-первых, разрисовать. Здесь полнотело пробились. Хай, лой. Хай и все. И больше ничего нету. Да? Мы здесь ничего даже не пересвипывали. Здесь у меня хай. 350, здесь у меня хай 348. Да, есть IDM, мы забрали
Да все, у нас вообще на самом деле больше никаких зон интереса нету. Нужно посмотреть за самой ликвидностью, нужно наблюдать за пересвипами вот здесь. Сказать, что их достаточно, на самом деле вот в этом моменте их оказалось достаточно. Мы забираем IDM и улетаем в небо. Вот наш IDM, вот наша манипуляция. То есть, смотрите, последите на всякий случай вот уже за этой внутренней структурой, как здесь отработает вот это вот все наше счастье. То есть, как вот здесь будет работать с ликвидностью на продолжение восходящего движения. То есть, да, вот здесь вот забрали IDM, да, это ордер блок, но это ну, предпоследний ордер блок, поэтому от него мы можем пробиться вниз. Соответственно, вот так. Что у нас S&P? S&P, конечно, блин, мне нравится, как это все происходит. Я уже в прошлый раз рассказывал, почему мне конкретно это нравится. Это просто какой-то взрыв мозга. Ты просто разворачиваешься на правильном откате и полетел шортить. Сказка, сказка. Это 100% круто, это 100% отрабатывает, но это отрабатывает на Нью-Йорке. На Лондоне, ну вот тут вот для меня, например, на Лондоне. Нет, стоп, это не то. На Лондоне, на Лондоне. А что я тогда хотел? Я, наверное, хотел все-таки увидеть пересвип. Ну, видите, S&P нужно... Ребят, я не спец в S&P, я вам рассказываю что-то на формате евро-доллара, но, если честно, это не особо сильно здесь отрабатывает. Здесь немножко другие манипуляции. Сейчас ребята, которые живут в Америке, поторгуют S&P, поанализируют, либо, ну, ребята, которые в обед торгуют. Я сам на Нью-Йорке не торгую. S&P нужно торговать на Нью-Йорке. И исходя из этого, я чуть-чуть посмотрю, что они там, ну, какие будут у них красивые сетапы. Я научусь на этом и буду уже с вами чем-то делиться. То есть, фактически, ну, может, даже мне будет интересно самому посмотреть тот же S&P и поторговать вместе с ними, вместе с вами. Поэтому, что здесь происходит? Вот наша зона интереса. Вот эту ликвидность, на нее не ведитесь, потому что вот здесь ордер блок... Стоп, что-то я ерунду сказал, извиняюсь, пожалуйста. У меня здесь зоны интереса нету. Вот эту ликвидность ведитесь, потому что это экстремальный ордер блок, на секундочку. Вот наш обычный ордер блок. Мы его сейчас пробиваем. IDM ордер блок. Да, чуть не ввел в заблуждение. Мы его сейчас пробиваем. Сказать, что это манипуляции, из-за которых хочу шортить, ничего подобного. Мне пока это не нравится. Нужно ждать чего? Америку. Америка сегодня будет быстрее. По-моему, она не перевела часы. Слушайте, ну да, там все новости как бы как и идут, так идут, поэтому на Нью-Йорке ничего не переводилось. Просто наблюдаем дальше. Будет прикольно прийти, вот так вот сделать манипуляцию выше и перевернуться. Но давайте вернемся к дневке. Что у нас дневка? Где у нас вообще хоть какая-то ликвидность? Да у нас вообще ничего здесь нету. Мы просто здесь провалились ниже, типа останавливаемся. Было бы прикольно... Ага, вот тут что у нас по лоям, вот это уже начинает быть интересным. Так, ага, мы пробили вот этот лой. Смотрите, здесь нужно быть аккуратным. Почему? Это первая манипуляция. У нас шортовое движение. Было бы прикольно забрать хотя бы хай какого-нибудь предыдущего дня для продолжения шорта. То есть мы сейчас можем вернуться обратно, забрать хай, ну, получается, вот у нас Лондона, и после этого направиться, ну, дальше вниз. То есть в моменте это уже следующие дни нужно анализировать, но по факту, как бы на наших зонах интереса, почему бы не поискать точки входа в лонг. Пока зоны интереса рисовать нету, то есть, ну, тут вообще ничего нету, а здесь пока IDM мы забрали, хочу, ну, посмотрите на снижении, возможно, есть вообще резон сегодня забрать наш Лондон. Все, 57 минут, всем спасибо, что были. Так, привет. Все, ребят, сорян, евро USD пропустил. Женя, приходите вовремя. Сейчас закрою стрим и, скорее всего, там нормально посмотрите. Все, всем спасибо, встречаемся вместе в разных концах мира и смотрим, что происходит вот тут. Возможно, нам сегодня дадут красивый какой-нибудь сетап, и мы все вместе хорошо заработаем. Все, всем спасибо, всем пока. Так, что на S&P 500 не...
Ну, здесь внутренне... да, согласен. На S&P 500 ордер блок вот здесь. Спасибо огромное, ребят. Очень сильно помогаете тем, что... Даже понимаете, вот эта штука, что вы умеете смотреть зоны интереса и ордер блоки, вот сейчас вы мне помогаете принимать торговые решения, ну, не принимать, а анализировать график лучше, чтобы правильно принять торговое решение. Вот, ну, блин, это бесценно. Даже ради этого всегда есть смысл с вами делиться своими знаниями, потому что вы, ну, как бы, мне бы, ну, например, если бы я сегодня торговал S&P 500, вы бы мне просто спасли мой стоп. Вот и все. Еще раз спасибо, Александр, или Алексей, извиняюсь, Алекс, короче. Еще раз спасибо. Все, пока. Теперь точно пока.